Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я приготовила для вас подборку сладких рулетов. Легких, нежных и очень праздничных. Это те десерты, которые всегда получаются и украшают любой стол. В подборке будет мраморный меренговый рулет с ягодами, рулет Карпатка, рулет тирамису и медовик-рулет. Каждый рецепт простой, доступный, но при этом очень эффектный. Давайте начнем. Первый рецепт – это мраморный меренговый рулет с творожным кремом. В этом рецепте я использую свежие и замороженные ягоды. Рулет получается невероятно легким, воздушным и вкусным. Такой десерт прекрасно подойдет к любому праздничному столу, тем более, что готовится он быстро и просто. Меренгу я хочу сделать мраморной, поэтому использую черный шоколад. Сейчас я растоплю его в микроволновке короткими импульсами, все время перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. Лучше всего использовать именно черный горький шоколад, он сбалансирует сладость меренги. Вливаю белки в чистую и сухую посуду, они у меня комнатной температуры. Так сахар будет легче растворяться. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать до легкой пены. Когда отделяете белки от желтков, делайте это аккуратно, чтобы желток не попал в белки. Когда появилась легкая пена, начинаю постепенно добавлять сахар, примерно в 3-4 приема, и взбиваю белки до крепких устойчивых пиков. Лучше всего использовать мелкий сахар, чтобы он быстрее растворялся. Начинаю взбивать на небольшой скорости и постепенно увеличиваю ее. В итоге должна получиться плотная глянцевая масса, которая хорошо держится на венчике и не меняет форму. Добавляю кукурузный крахмал, быстро перемешиваю миксером. Выпекать меренгу буду на противне, размер 42 на 32 см, застеленный силиконизированной пергаментной бумагой. Можно использовать и силиконовый коврик. Перекладываю меренгу и равномерно распределяю. Можно немного не доходить до края. Во время выпечки меренга увеличится в объеме. Теперь делаю мраморный рисунок шоколадом. Он у меня комнатной температуры. Хаотично наливаю шоколад сверху. И лопаткой делаю легкие разводы. Сильно перемешивать не надо, чтобы сохранить красивый мраморный узор. Выравнивать поверхность тоже не стоит. Оставляйте легкие неровности, пусть так и запекутся. Отправляю противень в хорошо разогретую до 150 градусов духовку примерно на 30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень ставлю на средний уровень, режим верх и низ. Верх меренги должен подсохнуть, а внутри она остается мягкой. Важно не пересушить корж, чтобы он легко сворачивался. Для моего рецепта я использую творожный крем. У меня домашний творог. Как его приготовить, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Сейчас я протираю творог через сито, чтобы он стал нежным и пастообразным. Перекладываю его в миску, вливаю холодные сливки. Все ингредиенты должны быть из холодильника. Добавляю чайную ложку экстракта ванили и всыпаю сахарную пудру. Количество пудры регулируйте по вкусу, но крем не должен быть слишком сладким. Он должен гармонировать со сладкой меренгой. Взбиваю пару минут, и получается плотный и очень вкусный крем. Для начинки я также буду использовать клубнику, у меня здесь 200 граммов свежей, и замороженную голубику. Голубику я слегка разморозила. Ягоды выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Клубнику нарезаю небольшими кусочками. Она идеально сочетается с шоколадной меренгой. Это классика. Меренговый корж достаю из духовки. Посмотрите, какой он красивый. Он хорошо поднялся, сверху образовалась хрустящая корочка, а внутри он остался мягким. Переворачиваю корж и аккуратно снимаю пергамент, оставляю остывать. На остывший корж выкладываю крем. Я буду сворачивать рулет по ширине, поэтому здесь кладу слой крема чуть потолще, а к краю тоньше. Сверху распределяю ягоды. Теперь аккуратно с помощью пергаментной бумаги сворачиваю рулет, стараясь сделать его достаточно плотным. Заворачиваю рулет в пергамент и отправляю в холодильник примерно на 1 час.
Вся прелесть этого десерта в том, что его не нужно долго пропитывать. Разворачиваю рулет и перекладываю его на доску. Он выглядит просто потрясающе. Обрезаю края, и рулет можно подавать к столу. Он очень красивый, с ярким мраморным рисунком. Можно дополнительно его еще сверху украсить. Какой он нежный! Ну как же это вкусно! Я готова есть этот десерт еще и еще. Какой он замечательный! Здесь такой нежный, очень вкусный крем. А меренга с шоколадом – это вообще что-то потрясающее. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. А сейчас приготовим рулет Карпатка. Это тот самый любимый десерт на заварном тесте, только в виде рулета. Он получается мягким, кремовым, с легкой волнистой корочкой и очень нежной начинкой. Готовится быстро, а выглядит празднично и необычно. Внутри очень вкусный крем, похожий по вкусу на мороженое. И, конечно, заварное тесто. Фактически весь этот рулет как большой эклер. Это невероятно вкусно, настоящее наслаждение, перед которым невозможно устоять. Сначала я приготовлю заварной крем. В сотейник вливаю молоко и довожу до кипения. В отдельной миске смешиваю сахар, соль и крахмал. Добавляю яйца и хорошо перемешиваю до однородности. Когда молоко закипело, часть вливаю в яично-крахмальную смесь, перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю обратно смесь. Хорошо перемешиваю и варю крем до загустения и появления пузырьков, все время помешивая, чтобы не пригорел. Выключаю, снимаю с плиты и добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Закрываю массу пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. Теперь готовлю очень простое заварное тесто. В сотейник вливаю воду, добавляю масло, соль и сахар. Довожу до кипения. В кипящую массу всыпаю просеянную муку, сразу всю, и интенсивно перемешиваю лопаткой. Завариваю тесто, пока оно не соберется в гладкий ком, а на дне кастрюльки не появится легкий налет. Это знак того, что тесто хорошо заварилось. Перекладываю его в миску, перемешиваю, чтобы вышел лишний пар. В горячее тесто по одному добавляю яйца каждый раз, очень интенсивно размешивая, чтобы яйцо не заварилось. Последнее яйцо добавляю постепенно, оценивая консистенцию теста. В итоге оно должно сползать с лопатки, образуя язычок. Для приготовления теста у меня ушло 3,5 крупных яйца. Тесто выкладываю на противень, застеленный силиконовым ковриком. Можно также использовать силиконизированный пергамент. Равномерно распределяю. Лопаткой делаю легкие прихлопывания, чтобы корж получился рельефным, как горы, как у классической карпатки. Можно присыпать сверху миндальными лепестками. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут, чтобы корж хорошо подсох. Посмотрите, какой получился корж. Красивый, рельефный, как настоящие горы. Он хрустящий, но после остывания станет мягче. Перекладываю его на полотенце, чтобы остыл. Заварная основа у меня полностью остыла. Я ее даже ставила в холодильник. Теперь можно закончить приготовление крема. В миску кладу мягкое сливочное масло и взбиваю 3-4 минуты до пышности. Очень важно, чтобы заварная основа была холодной, иначе масло растает и крем не застынет.
Постепенно добавляю в масло всю заварную основу, хорошо перемешивая. В самом начале добавляю совсем небольшую порцию, чтобы выровнять температуру масла и температуру крема. Получается в итоге очень красивый густой крем. Корж остыл, стал мягче. Накрываю его пергаментом и переворачиваю. Сверху распределяю крем, не доходя немного до края. Если корж получился слишком сухой, можно дать ему немного полежать с кремом, и он станет мягче. Сворачиваю корж в рулет, аккуратно подгибаю. Заворачиваю рулет в пергамент, слегка поджимаю, отправляю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше всего на ночь. Рулет застыл, разворачиваю. Посмотрите, какой красивый. Крем хорошо держит форму. Внутри получился красивый рисунок. Перекладываю рулет на тарелку, посыплю его сахарной пудрой. По вкусу этот рулет как настоящее ванильное мороженое в вафельном стаканчике. Очень нежный крем и заварное тесто. Сочетание беспроигрышное. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Теперь будем готовить интересный вариант популярного итальянского десерта с печеньем савойярди – рулет тирамису. Он нежный, воздушный, кофейный и при этом приготовлен на креме с обычным творогом, без яиц. Этот десерт получается нереально воздушным и легким, с ярким ароматом кофе. Он готовится просто, а подать его можно порционно, что обычно сложно сделать с классическим тирамису. Таким рулетом вы легко удивите и родных, и гостей. Он по-настоящему праздничный. Готовлю творожный крем. Перекладываю творог в миску. Добавляю сахарную пудру и ваниль. Хорошо пробиваю блендером. Творог становится нежным и однородным. Продолжаю готовить крем с помощью миксера. Постепенно вливаю сливки и взбиваю все до плотных пиков. Буквально пару минут и крем готов. Он невероятно вкусный. Для рулета мне понадобится 30 штук печенья савойярди, свежезаваренный и остывший кофе с 2 чайными ложками сахара и немного какао-порошка. Формировать рулет буду на пергаментной бумаге, но подойдет и пищевая пленка. Переливаю кофе в удобную емкость. Печенье быстро окунаю в кофе, стряхиваю лишнее и выкладываю сахарной стороной вниз. Формирую 3 ряда по 10 штук, выкладывая печенье плотно друг к другу. Сверху на печенье выкладываю творожный крем, оставляя примерно треть для украшения. Аккуратно распределяю крем лопаткой. С края делаю слой крема чуть тоньше. Сверху присыпаю все какао-порошком через мелкое сито. Аккуратно сворачиваю рулет при помощи пергаментной бумаги. Поджимаю и закрываю как конфету. Отправляю в холодильник минимум на 3 часа, а лучше всего на ночь. За ночь рулет хорошо уплотняется. Снимаю пергамент, срезаю край, получился красивый рисунок внутри. Перекладываю рулет на тарелку, он отлично держит форму и не распадается. Оставшимся кремом промазываю рулет сверху и украшаю по своему вкусу. Часть крема отсаживаю из кулинарного мешка небольшими башенками. Присыпаю какао-порошком. Друзья, этот рулет хочется съесть весь сразу. Он нежный, воздушный, кофейный и при этом приготовлен на креме с обычным творогом, без яиц. Всем рекомендую попробовать. Это так просто и очень вкусно. И даже духовку включать не надо. И последний в подборке медовик рулет.
Это знакомый вкус медового торта, но в более легком формате. Корж получается мягким, ароматным, с тонким медовым вкусом, а крем дополняет его нежность. Воздушное бисквитное медовое тесто и сметанный крем с орехами. Великолепное сочетание. Этот десерт тает во рту. Противень размер 32 на 42 см выстелила пергаментной бумагой и смажу растительным маслом без запаха. В миску разбиваю яйца, добавляю соль и тростниковый сахар. Можно использовать и белый. Хорошо взбиваю примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Добавляю мед. Перемешиваю. Вливаю растительное масло. Перемешиваю. Просеиваю муку, соду и корицу. Корицу добавляйте по желанию. Вместо соды можно использовать разрыхлитель. Тогда берите его в 2 раза больше. Аккуратно перемешиваю венчиком, чтобы сохранилась пышность. Тесто получается очень воздушное. Выливаю его на противень и разравниваю. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Корж нельзя пересушивать, он должен только слегка подрумяниться, иначе он будет ломаться при сворачивании. Проверяю готовность бисквита. Снимаю корж с противня, накрываю пергаментной бумагой и переворачиваю. И снова переворачиваю. Обрежу края у бисквита, из них сделаю крошку для украшения. Готовлю крем. К жирной сметане, жирность примерно 25%, вливаю жирные сливки, жирностью не менее чем 33%. Добавляю сахарную пудру и экстракт ванили. Хорошо взбиваю миксером. Все ингредиенты для крема обязательно должны быть холодными. Через пару минут крем готов. На остывший бисквит выкладываю 2/3 крема. Разравниваю лопаткой. Рулет оставляю постоять с кремом примерно на 10 минут. По желанию можно также добавить орехи. Предварительно их надо обжарить и немного измельчить. Распределяю орехи сверху на крем. Теперь сворачиваю рулет. Тесто очень нежное и мягкое, не ломается. Промазываю рулет сверху оставшимся кремом и обсыпаю крошкой. Дайте рулету немного времени пропитаться, и можно подавать его к столу. Но, конечно, этот десерт лучше всего готовить накануне вечером. Этот медовый рулет получается такой нежный, ароматный, очень вкусный. Каждый его кусочек буквально тает во рту.